Крушение австралийского госпитального судна «Сентор». Оно было атаковано японской подводной лодкой у побережья Квинсленда в Австралии 14 мая 1943 года. Построенный стоимостью 146 тысяч фунтов стерлингов, «Сентор» был рассчитан на перевозку 72 пассажиров и 450 голов крупного рогатого скота. Две палубы внутри корпуса предназначались в основном для скота, а также могли использоваться как дополнительное грузовое пространство. Оно было спущено в 1924 году как комбинированный пассажирский лайнер и грузовое рефрижераторное судно. 26 ноября 1941 года поврежденная спасательная шлюпка с 62 моряками и офицерами ВМС Германии была замечена самолетом, ищущим пропавший австралийский крейсер «Сидни». Самолет направил «Сентор» к спасательной шлюпке. При обнаружении спасательной шлюпки ее обитателям спустили продовольствие. Не желая оставлять потерпевших в море, но опасаясь захвата своего судна немцами, капитан «Сентор» решил взять спасательную шлюпку на буксир, допустив на борт 9 раненых. Во время буксировки в сторону Карнарвона спасательная шлюпка была затоплена и частично затонула в бурном море, поэтому две спасательные шлюпки судна «Сентор» были спущены. По прибытии в Карнарвон немцы были перемещены в грузовой отсек номер 1, где к ним присоединились еще сотни выживших, собранных другими кораблями, а также 40 охранников австралийской армии, которых затем перевезли на «Сентор» во Фримантл. 6 октября 1942 года судну было приказано отплыть в Квинсленд, где оно начало курсировать между восточным побережьем Австралии и Новой Гвинеей. С началом военных действий между Японией и Британской империей стало ясно, что 3 госпитальных корабля, которые в настоящее время обслуживают Австралию, не смогут действовать на мелководье, типичном для Приморья Юго-Восточной Азии, поэтому нужен новый корабль. В январе 1943 года «Сентор» был передан австралийским военным. Ремонт был завершен в марте, и судно предприняло пробный рейс. Данные о маркировке и расположении идентифицирующих конструктивных особенностей были предоставлены Международному комитету Красного Креста в течение первой недели февраля 1943 года, который передал их японцам 5 февраля. Эта информация также распространялась и продвигалась прессой и средствами массовой информации. Прибыв в Сидней 8 мая 1943 года, «Сентор» был повторно снабжен в Дарлинг-Харбор. Оттуда его пунктом назначения снова была Новая Гвинея. На борту в то время находились 74 гражданских, 53 сотрудника медицинского корпуса австралийской армии, 12 женщин-медсестер и 192 солдата. В процессе погрузки произошел инцидент, когда водители машин скорой помощи попытались пронести на борт свои винтовки и личные запасы боеприпасов. Это было встречено с неодобрением капитана и главного врача «Сентор», а также вызвало опасения среди экипажа и портовых рабочих, что судно будет перевозить военные припасы в Новую Гвинею. Винтовки не допускались на борт до тех пор, пока «Сентор» не получил официальное заверение в том, что водителям скорой помощи разрешено носить оружие в соответствии с 10-й Гаагской конвенцией. Примерно в 4 часа 10 минут утра 14 мая 1943 года, во время своего второго рейса из Сиднея в порт Морсби, «Сентор» был торпедирован и потоплен японской подводной лодкой у острова Мортон. Торпеда попала в топливный бак левого борта примерно на 2 метра ниже ватерлинии, образовав пробоину диаметром до 10 метров и поджигая корабль. Многие из тех, кто находился на борту, были с сотрясением мозга или погибли. «Сентор» быстро набрал воду через место удара, откатился влево, затем затонул носом вперед, полностью погрузившись менее чем за 3 минуты. Выжившие провели в воде 36 часов,
используя для плавучести бочки, обломки и 2 поврежденные спасательные шлюпки. За это время они дрейфовали примерно на 20 морских миль к северо-востоку от расчетной точки погружения Сентор. Они видели как минимум 4 корабля и несколько самолетов, но не смогли привлечь их внимание. Утром 15 мая 1943 года американский эсминец Магфорд вышел из Брисбена, чтобы сопровождать новозеландское грузовое судно «Сассекс». В 14 часов ровно дозорный на борту Магфорд сообщил об объекте на горизонте. Примерно в то же время самолет «Авроансон» из 71-й эскадрильи королевских ВВС Австралии летел к нему. Самолет вернулся к 2 кораблям и дал сигнал о том, что в воде находится выжившая после кораблекрушения. Командир эсминца приказал судну «Сассекс» идти дальше в одиночку, пока он собирал выживших. Медики на эсминце осматривали каждого человека, поднимавшегося на борт, и оказывали необходимую медицинскую помощь. В 14 часов 14 минут Магфорд связался с командующим военно-морским флотом в Брисбене и сообщил, что было совершено нападение на госпитальное судно. Во время атаки никто на борту Сентор не видел, что именно напало на судно. Из-за его положения, расстояния от берега и глубины, был сделан вывод, что он был торпедирован одной из японских подводных лодок, которые, как известно, действовали у восточного побережья Австралии. Несколько выживших позже утверждали, что слышали, как атакующая подводная лодка двигалась, пока они дрейфовали. Также подводную лодку видел корабельный кок Фрэнсис Мартин, который плавал в одиночестве на крышке люка. Мартин описал подводную лодку военно-морской разведки после возвращения выживших на сушу. Его описание соответствовало профилю подводной лодки класса Кайда Императорского флота Японии. В декабре 1943 года, после официальных протестов, японское правительство выступило с заявлением, официально отрицающим ответственность за гибель Сентор. Отчеты, предоставленные японцами после войны, также не признают ответственности. Хотя потопление было военным преступлением, никого не судили. Расследование нападения проводилось между 1944 и 1948 годами и включало допрос командиров подводных лодок, действовавших в то время в водах Австралии, их начальства, а также младших офицеров и матросов, переживших войну. Дело судна Сентор было закрыто 14 декабря 1948 года без предъявления каких-либо обвинений. Инцидент вызвал возмущение общественности, поскольку нападение на судно такого типа считается военным преступлением в соответствии с Гаагской конвенцией 1907 года. Правительства Австралии и Великобритании направили Японии протесты, и были предприняты попытки найти виновных, чтобы они могли предстать перед трибуналом по военным преступлениям. После обнаружения затонувшего судна 2 марта 2010 года в соборе Святого Иоанна в Брисбене прошла национальная поминальная служба, в которой приняли участие более 600 человек.